Привет, с вами World of Zero, и примерно полтора месяца назад начался софт-запуск Apex Mobile, я уже поиграл. Сейчас игра доступна в ограниченном количестве стран, если вы хотите поиграть, то я оставлю в описании ссылочку на официальный русский Discord сервер, где вы сможете найти гайд на скачивание игры, вообще там очень прикольно. Также перед просмотром напомню, что у меня есть канал на Твиче, я там стримлю, приходите, играем в разные игры, панковские частушки, панковские веснушки, а также присоединяйся к моему телеграм-каналу. Да, это сложно, но открой, пожалуйста, еще одну вкладку, подпишись. Я надеюсь, ты это сможешь сделать, спасибо. А теперь к видео. Поскольку это порт компьютерной игры на мобильное устройство, то будем сравнивать по всем параметрам, кроме графики. Но стоит добавить, что в настройках графики есть графа Original, которая пока не поддерживается ни одном девайсе. А я бы очень сильно хотел посмотреть, кстати. Начнем с геймплея. По классике Apex, сужающее кольцо, команда из 3, уникальный герой, остальные элементы были перенесены в мобильную версию. Также тут есть автоподборы и подобные темы, присущие мобильным батл роялям, но не все на данный момент есть в игре. Если что, на момент записи ролика в игре нулевой сезон. Во-первых, в игре нет репликаторов. Кому как, а я даже сначала не принял этого внимания, но когда потом поиграл в ПК Apex, понял то, что на самом деле не хватает. Во-вторых, из-за отсутствия крафта нет ротации предметов. Ротация очень прикольная тема, ведь именно она заставляет воевать за репликаторы, чтобы получить очень нужные порой шмотки, но раз нет репликаторов, то нет и крафта. В-третьих, в игру была добавлена система перков, в которой вы можете выбирать перки, с которыми будете играть. Каждый перк дает способность. Например, можно взять перк, при котором после убийства противника при помощи финишера вам восстановят щиты и призарит оружие, а может быть откатит 30% от ульты, а может быть добавит 100 эвопоинтов к армору. В-четвертых, открытие новых героев зависит от уровня вашей учетной записи, то есть за каждый уровень учетной записи мы будем получать наборы Apex, AK коробки, AK креветки, AK боксы на 3 ногах. Правда, хочется отметить, что Каусик сейчас получается за открытие Battle Pass'а. Также стоит поговорить по поводу героев. Да, поскольку запуск только начался, еще доступны не все герои, и даже на бета-версиях их было гораздо больше. Кто играл, те очень много возмущались. Сейчас представлено 7 легенд: Bloodhound, Гибралтар, Lifeline, Pathfinder, Rave, Bangalore, Mirage, Octane и Каустик. Вот этот вот чмо с бочками. Были перенесены все их особенности и, конечно, сразу сделали достаточно много визуального контента, скинов для легенд и оружия, поэтому как минимум повивать придется постараться. Поэтому, если любите скинчики, вам есть чем заняться. Вот, по поводу визуального контента, тут много ивентов. Заметил, что они запускаются почти каждую неделю, и за них можно бесплатно получить кучу скинов и других приколов. По поводу настроек можно провести аналогию с PUBG, примерно такие же настройки графики, управления, всего остального, есть даже фильтры. Заметил, что тут еще есть возможность залить настройки в облако, не знаю, в мобильный PUBG очень давно не играл, лет 5. По поводу карт. Сейчас в режиме Battle Royale есть две карты: Canyon Kings и Flashpoint. Еще недавно Canyon Kings не было, он, по-моему, появился плюс-минус 2 недели назад, может быть 3. Не знаю просто, когда ролик успею смонтировать. А вот по поводу режимов игры не могу быть полностью уверен, но есть арены, возможно, там перенесены все карты или тоже какая-либо часть, но как минимум арены есть, и есть еще дезматч. Что я могу сказать непосредственно про саму игру как игру, а не как перенос? Играется неплохо, правда мне было сначала неудобно, потому что я играл в Apex на компьютере, отсюда выходит, что мне пришлось привыкать играть в шутер на телефоне заново, потому что очень давно не играл. Но спустя пару игр я уже получше чувствовал игру и как бы, понимаете, выливался в эту тему. Звук в игре, кстати, очень кривой, настолько, что на экране показывается, откуда идет звук стрельбы. У меня всегда, в принципе, со звуком обнаружения противника были проблемы во всяких играх, поэтому мне не понравилось. Нам также дали две кнопки стрельбы, одна от бедра, другая для стрельбы с прицелом. А если кого-то не устраивает расположение кнопок, то их можно поменять в настройках. Есть, кстати, пресеты для 3 и 4 пальцев. Ну, вот эти вот киберспортсменки играют, сейчас учусь играть на 3 пальцах, очень себя некомфортно чувствую. Кстати, помощь в прицеливании очень прикольно работает, мне понравилось. По мне реализовано лучше, чем в других играх, и даже лучше, чем когда играешь в Apex на геймпаде, на ПК. И последнее добавлю для параноиков. По поводу игроков-симуляторов, этих игроков банят, поэтому эмуляторщиков с вами не будет. Либо их очень быстро забанят. А античит они улучшают с каждым днем, потому что на самом старте было очень много читеров. Ну как много? Они попадались. Мне, кстати, ни одного не попалось. Кстати, я играю на Сингапуре, поэтому, может быть, мы с вами когда-нибудь встретимся. На этом все. Обязательно делитесь своим игровым опытом в комментариях. Поставьте этому ролику лайк, потому что мне необходимо ваше продвижение. Ну, если вы тут впервые, подпишитесь на канал, желательно с колокольчиком. А меня зовут Захар World of Zero 2022. Всем удачи и всем пока.